Привет, меня зовут Полина, и недавно мы с парнем переехали в Сербию. При подготовке к переезду было очень трудно найти нужную информацию, поскольку она разбросана по всему интернету. Поэтому я решила с вами поделиться своим пособием по переезду. Это видео будет полезно даже тем, кто собирается переехать в другую страну, не в Сербию. Итак, как был организован перелет и на что нужно обращать свое внимание при составлении плана, сейчас вам обо всем подробно расскажу. Начнем с дат. Да, даты тоже важны в каком-то смысле. Некоторые пренебрегают их подбором и очень зря, потому что мы прочувствовали это, как говорится, на собственной шкуре. Перед тем, как выбирать билеты, желательно проверить даты проведения крупных мероприятий в городе, потому что, как я рассказывала в своем блоге, мы попали в последний день проведения местного фестиваля в Нови Саде, из-за чего очень сильно потеряли в деньгах. Поэтому, если для вас важен каждый цент, то обязательно стоит об этом подумать. Теперь поговорим о перелете. На первый взгляд может показаться, что мы летели не самым дешевым рейсом, но это не так. У нас был рейс Санкт-Петербург-Белград через компанию Air Serbia. Это единственная компания, которая обеспечивает прямые перелеты из России в Сербию и наоборот. Также они продают возвратные билеты, и у них нормальные условия для перевозки багажа и ручной клади. Летели мы около 3 часов, что вполне комфортно, нас даже покормили, плюсик. Но, конечно же, есть варианты и подешевле, но это только на первый взгляд. Во-первых, стоит думать о рисках, менее дорогие билеты подразумевают сложный перелет. Например, Санкт-Петербург-Махачкала, Махачкала-Стамбул, Стамбул-Белград. Кажется, все идеально, но не тут-то было. Стоит помнить, что любой рейс могут задержать, перенести или отменить. Соответственно, вы рискуете остаться в пересадочном пункте на несколько часов или даже дней. Лично у меня был опыт, когда в такой цепочке отменили первый рейс, второй рейс не отменили, из-за чего я не могла лететь, и авиакомпания согласилась вернуть лишь за отмененный рейс деньги. Также каждый лишний перелет увеличивает риск того, что с вашим багажом может неизвестно что произойти. Если вы хотите, чтобы ваш багаж улетел без вас в кругосветное путешествие, то пожалуйста. Во-вторых, такие перелеты, как правило, сопровождаются очень долгими пересадками. Например, если рассматривать перелет из России в Сербию через Стамбул, то там пересадка длится около 20 часов. Это ненормально. Такое длительное ожидание, скорее всего, вынудит вас арендовать жилье в пересадочном пункте. Что уж вообще говорить про стоимость еды и воды, без которой вы не сможете обойтись. А также есть риск быть обворованным в аэропорту во время сна. Поэтому такое мы не любим. Ну и в-третьих, это очень изнурительное путешествие. Вы только представьте, 40 часов добираться до места назначения – это же пытка. Поэтому мы сделали выбор в пользу прямого перелета. Также советую покупать билеты не через сторонние сервисы, а через сайт авиакомпании. От посредников только лишние траты. И также не забывайте проверять условия провозки личных вещей и багажа. Еще, например, в Черногории очень строго относятся к наличию обратных билетов и также к сумме перевозимых денежных средств. Поэтому обязательно проверяйте эту информацию перед тем, как полететь в свою страну. Например, в Сербии этим вообще не интересовались. Ну и также в Сербии только один аэропорт, или как его называют местные, аэродром. Поэтому не забудьте заранее посмотреть, как добраться до вашего места назначения. Лучше сохранить всю найденную информацию для доступа офлайн, потому что в нашем случае местную сим-карту нельзя было приобрести в аэропорту. Аэропорт был на ремонте. Теперь поговорим о жилье. На первые дни мы искали любое приличное и функциональное жилье, в котором могли остановиться на несколько дней. Мы бронировали через сайт booking.com, поскольку у россиян сейчас есть проблемы с предоплатой. Брать номер в отеле или бронировать апартаменты – это уже ваш собственный выбор. Мы сделали так, как нам проще. Также хочется говорить один очень важный факт. Жилье снимается за евро, а не за динары. Собственно, только Сербии касается, так делают во многих странах, у которых есть своя собственная валюта, поскольку евро и доллары считаются наиболее стабильными валютами. И следующий совет – ищите жилье сразу же после покупки билетов. Так вы потратите меньше денег, а выбора будет намного больше. Можно еще ежедневно мониторить объявления в надежде на то, что кто-то отменит бронь на отличный вариант. Но здесь опять же возрастают риски. Также важно понимать, что стоимость проживания зависит от того, в каком городе вы решили остаться. Чем крупнее и популярнее город среди туристов, тем дороже там рынок. Мы, к примеру, сразу же из Белграда поехали в Нови Сад, чтобы не переплачивать. Ну и если срок вашего пребывания в стране продлится больше месяца,
то рекомендую заняться поиском долгосрочных вариантов за пару дней до полета. За это время обстановка на рынке сильно не изменится, зато после небольшой передышки вы сразу сможете заняться просмотрами. Также советую по возможности нанять риэлтора для общения с арендодателями и оформления бумаг. Ну и, конечно же, чтобы получить ценные советы по особенностям рынка. Не ждите, что риэлтор найдет вам варианты с сказочным соотношением цена-качество. Лучше все-таки искать квартиры самому. Как говорится, хочешь сделать хорошо, делай сам. Итак, что же делать, когда ты прилетел? Нужно обязательно обменять свою валюту на местную. Это можно сделать в специальном аппарате, который находится даже в аэропорту. В Сербии ее называют менящницей. Их было несколько даже в ремонтирующемся аэропорту, поэтому я не думаю, что с этим должны быть какие-то проблемы. Не знаю, есть ли проблемы с обменом рублей, поскольку мы прилетели сразу с евро, которые являются более ликвидными в Европе. В целом, особой разницы с городскими курсами обмена мы не заметили, так что для начала можно обменять хотя бы маленькое количество средств. Затем нужно купить сим-карту. Для нас это было обязательным пунктом, поскольку находиться в другой стране без сим-карты – это реально страшно. Лучше еще до путешествия определиться с мобильным оператором, посмотреть его тарифы и найти место, где оно располагается. Мы выбрали Еtel, поскольку он предлагает тарифы для иностранцев. Мы взяли по сим-карте, подключили тариф за 1000 динар, в котором было 50 гигабайтов интернета. Есть еще и другие мобильные операторы, но мы поняли, что нам Еtel подходит лучше. И в целом интернет достаточно быстрый, можно спокойненько смотреть видео в хорошем качестве и также общаться по видеосвязи. Теперь поговорим про общественный транспорт. У нас с этим, если честно, возникли проблемы. В Белграде есть своя определенная система оплаты проезда. Как мы поняли, там оплачивается по СМС или по проездному. Там нет ни кондуктора, ни валидатора, ни доступа к водителю, чтобы платить наличными. Также на остановке может зайти контролер и проверить ваши билетики. Но поскольку у нас не было сим-карты и не было доступа к водителю, то пришлось ехать зайцем. В общем, перед путешествием обязательно выясните, как работает общественный транспорт в вашем городе. Именно в вашем городе, потому что в Нови Саде совсем другая система. Там проезд оплачивается наличными водителю. Сейчас будет очень важный совет. Обязательно выясните, какие обязательства есть у туристов перед принимающим государством. Например, в Сербии после прилета в Белград вы обязаны в течение 24 часов оформить документ временной регистрации. Или, как это называют туристы, белый картон. Он оформляется в отделении полиции вместе с арендодателем, если вы снимаете апартаменты. Также можно сделать без арендодателя, но для этого требуются дополнительные документы, подтверждающие его личность и право на собственность. Если же вы поселились в отеле, то там все сделают за вас. Насколько я знаю, его должны оформить во время чек-ина. И я хочу подчеркнуть, что именно в течение 24 часов вы должны оформить этот документ. Это очень важно. Последний общий совет. Изучайте чаты в Телеграме, посвященные нужным городам. Через поиск по чату с помощью ключевых слов вы всегда сможете найти любую типовую информацию. А если не найдете, то там вы можете задать вопрос, на него обязательно ответят. Поверьте, там очень много опытных русских горожан, готовых вам помочь. Основные моменты были озвучены, так что я думаю, видео подходит к концу. И спасибо большое за просмотр. Если вам понравился этот ролик, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Это продвигает ролик. Также подписывайтесь на мои социальные сети, если вам интересна моя повседневная жизнь. И пока-пока. Ну все.